Всем еще раз привет. Сегодня уже ролик записывал, но здесь сидел, пост в Твиттере писал. Что-то там много получилось. Ну, он на английском. И решил еще вам видео записать. Может быть, будет кому-то полезно, интересно. Ну, и вообще для общей картины мира. Что собираются США делать с криптовалютным рынком? Вообще, откуда все пошло? Немного постараюсь рассказать свое видение всего этого. Давайте начнем сначала. Трамп, да, его предвыборные обещания, что вот я там сделаю США криптовалютной столицей мира. Все дела прекращу и так далее. Откуда эта любовь вообще взялась, как я думаю? Не просто так, там Трампу сколько уже, там, 70 или за 70, да, там я сильно сомневаюсь, что он там в криптовалюте вообще что-то там понимает, в блокчейнах там и так далее. Ничего он там не знает и не понимает. Это все фигня. А я думаю, что все это пошло довольно-таки давно. Против USDT, насколько я помню, было какое-то дело. И, видимо, аналитический отдел или еще кто-то Трампу об этом еще давно как бы сказал. После чего я думаю, что он задал вопрос. Как бы хорошо, там кто-то печатает условно цифровые доллары, да? А чем они обеспечены? И, видимо, аналитик как бы ему сказал, что обеспечены они на 87% госдолгом США. И вот я думаю, что вот это стало первопричиной любви Америки, Трампа к криптовалютному рынку. То есть, видимо, аналитики как бы поняли, что это как бы золотая жила. Может, Трамп как бы догадался об этом, не знаю я уж, кто там. И вот после этого они, естественно, заинтересовались. В чем прикол? Тезер, кто не знает, это USDT, который выпускают. Выпускают USDT, а обеспечены они вот такой вот интересной штукой на 80% долговыми обязательствами США. Трамп об этом узнал, и я думаю, что решил, что можно очень круто это использовать. И можно вообще весь крипторынок мировой, да, заставить покупать долговые обязательства США. Ну, опосредственно. Да, через USDT. Ну и другие стейблкоины. И все. Я думаю, что аналитики все посчитали. И Трампу сказали, что давай-ка, друг, мы будем поддерживать крипторынок, бороться все равно как бы особо бесполезно, да, как бы, ну, блокчейны они запретить не могут, какие-то криптопроекты, которые не находятся в США, да, и их сотрудники там в США не бывают, и не бывают там в каких-то странах, да, они их тоже заблокировать не могут, по сути, никак. И они, видимо, руководствовались принципом «не можешь победить, как бы возглавь». Да, и там как бы еще куча плюсов идет сверху. Да, он как бы поддерживает крипторынок, электорат раз, куда продавать долг два. Деньги также можно зарабатывать как бы 3. Да, плохо что ли? Нет, неплохо, как бы прикольно. И плюс контроль. Контроль через что они будут делать? Они сейчас собираются обсуждать закон о стейблкоинах. Что я думаю, что будет в этом законе? В этом законе будет прописано, я думаю, что четко, в чем должны храниться обязательства. Обязательства будут храниться в долговых облигациях США. Почему вообще Тезер как бы это сделал? Если кто-то думает намеренно, то я думаю, что нет. Они как бы переложились в эти облигации, займы, да, чтобы зарабатывать деньги. Просто как бы вот сейчас вот в эту схему они попали там
условно случайно и натолкнули как бы Америку на мысль, как бы, что это хорошая идея. Потому что Тезер что делал? Ну, условно, вот принесли ему $1 миллиард, да? Это мы с вами там копейки свои можем там в каком-то обменнике там обменять, там, я не знаю, там, у друзей, там, P2P, еще что-то. А вот если вам надо $1 миллиард, допустим, долларов, или 5, или 10, как бы, ну, куда вы пойдете? Для этого, как бы, в Тезер, как все происходит? Договариваетесь с Тезером, там, заключаете договор. Вы высылаете им там деньги. Да, они под эти деньги выпускают стейблкоины, отправляют вам. Да? Соответственно, потом они фиатные деньги как бы покупают облигации займа, да, которые процентные. И, соответственно, вот у них лежит, допустим, обеспечение, не знаю, $1 триллион. Да, как бы если бы они просто в кэше лежали, то, соответственно, ну, ни дохода, ничего нет. Если как бы в банк на депозит, у тебя возникают риски, как бы, что банк обанкротится или еще там что-то с ним случится, как бы недавно вот, относительно были же волна ликвидации банков в США, да? А государственные облигации вроде как бы и те же самые доллары, да, то есть ничего с ними там сильно случиться не может, да, и мы там имеем там 3, 4, 6% там, в зависимости от периода дохода. Извините, это на 3 копейки, как бы 3-4 там процента как бы ничего не значит. А если у тебя триллион лежит, то как бы это сумма довольно-таки весомая. И как бы Тезер зарабатывал деньги и как бы натолкнул США на мысль, на такую хорошую, что они будут делать. Я уже сказал, что в этом законе они пропишут как бы, чем должны обеспечены быть стейблкоины. Я думаю, что их будет там немного, наверное, USDC будет, USDT, не знаю, может еще кто-то третий пойдет на это. Потом они пропишут, как бы, ну, будут понимать, как это действует. Ну, то есть USDT, я думаю, что, ну, кто не знает, как бы я расскажу, их могут удаленно заблокировать. Ну, то есть, условно, у кого-то украли USDT, там, какую-то большую сумму, он пишет заявление в полицию, его там признают пострадавшим, да, но, как бы, и деньги, естественно, полиция там не может их заблокировать, там еще что-то с ними делать. Да, решение, как бы, передается в Тезер, ну, суда или там какие-то материалы из дела. Тезер блокирует эти деньги, ну, то есть он их по сути сжигает. А пострадавшему как бы выплачивает, ну, перевыпускает условно стейблкоин и отправляет ему на кошелек. Да, как это будет работать в рамках США? То есть США смогут так же, как и с обычным долларом, накладывать санкции, да, на какие-то там страны, компании там, и так далее. Там будут искать эти связанные кошельки, как бы их блокировать или сжигать деньги. То есть, по сути, у них механизм становится еще проще, чем с фиатным долларом. Да? С фиатным долларом вы там из банка в банк можете перекидывать, можете перекинуть как бы их куда-то там в другое государство, которое не под санкциями, ну, как бы намного тяжелее найти эти деньги, чем как бы в блокчейне там USDT. Да, здесь они просто там условно 3 кнопками могут блокировать, сжигать, там я не знаю, как они там будут это делать, против любых компаний, там стран и так далее во всем мире. То есть это тоже как плюс идет. Так, мысль потерял немного. То есть и все. Трамп как бы понял, что сейчас они там довольно-таки долго уже санкции вводят против там многих стран. Спрос на госдолг снижается. Ну, то есть это же кто-то должен покупать. У них же, господи, слово вылетело. Дефицит бюджета у них. Господи, и у них там сколько триллионов
каждый год увеличивается госдолг. То есть кому-то эти долги надо продавать. А кто санкции и так далее, как бы роль доллара там снижается все равно в мировой торговле из-за санкций и так далее. Долговые обязательства уже там, не знаю, Россия, Китай, Иран там и так далее только сокращают, никто не хочет их покупать, а кому-то продавать их надо. И здесь подвернулась такая возможность. Что они будут делать? Они сейчас легализуют как бы эти все стейблкоины, ну не все, а которые им нужны. Там в законе, я не знаю, там как бы прямо пропишут или еще как-то, или может какие-то будут секретные там протоколы. Как он будет обеспечиваться? Ну, наверное, не секретный, я думаю, что это будет все в доступе. Они могут как бы секретными постановлениями, как бы там написать, что, допустим, будет храниться там в гособлигациях, а в законе написать там в гособлигациях или там в кэше. Это да. Но суть это не поменяет. И все. Они сейчас раскачают крипторынок. Ну, не сейчас, а в течение там какого-то времени, да. Если у Тезера там сейчас в год, ну, приблизительно там 150-200 миллиардов они печатают. Да, и соответственно, если 80% в госдолге, как бы сами можете посчитать, сколько идет, то в дальнейшем, если крипторынок раздуют, а они его сейчас раздуют, и не из-за любви там к крипторынку, да, или там, чтобы кто-то заработал, они его раздуют для того, чтобы им было куда продавать госдолг. Ну, то есть, если это сейчас, там, допустим, в год 150 миллиардов, да, то может ли крипторынок увеличиться в 10 раз? Легко. 100 раз может увеличиться. То есть вы представляете, какие деньги как потекут в эти стейблкоины и через них в госдолг. То есть мы с вами, по сути, если у нас будут и USDT, то мы являемся владельцами там госдолга США, да, мы его купили. Так же, как весь мир его купит, да, потому что стейблкоины в любом случае будут нужны для входа в рынок. И так вот получается, что мы с вами, ребята, будем владельцами госдолга США. Хотим мы этого или не хотим, через стейблкоины. Схема гениальная на самом деле. Да, это мы с вами тут русскоязычные еще что-то там соображаем, там вот мы что-то пытаемся там узнать, там какую-то аналитику. 95% в мире людей и вообще глубоко насрать. Чем там обеспечен USDT, что там с ним, если как бы, ну, каких-то инфоповодов там ярких нету, да, никто не полезет туда смотреть, чем он там обеспечен. Вообще всем пофиг. США, естественно, они как бы сильно эту информацию распространять не будут, как бы зачем им эти поводы, да, какие-то, чтобы все знали, чем он там обеспечен и какая схема намечается. Ну, схема гениальная, как бы Трамп молодец, красавчик. Все придумал, очень круто. И опять США, как бы весь мир поимеют. Потому что потом, наверное, пузырь когда-то сдуется, но деньги-то останутся. И все. Что они потом, допустим, могут сделать с этими стейблкоинами, ну, с эмитентами, там, с Тезером, с Circle и так далее. Допустим, пройдет какое-то время, надуют этот пузырь, эти все накупят госдолг США, соответственно, их потом, не знаю, могут признать, допустим, ну, когда уже поток денег уменьшится, что они не совсем легитимны или еще там что-то с ними сделать, да, как бы, и все, и привет, как бы, и долги отдавать не надо, и как бы все прекрасно. Но сейчас ни Тезер никто трогать не будет, ни Circle, ну, если только они как бы не пойдут на то, чтобы резервы хранить в госдолге. Поэтому то, что там недавно обсуждали, что Тезер, вот они там у них как бы
резервы все непонятно в чем там и так далее. Вот. Они не совсем и стейблкоин там и так далее. Все про это забудут, и разговоры эти все уйдут. Когда их примут в США. А их примут 100%. Это вот как-то так. Думайте. Ну, нам что думать-то? Нам деваться некуда. Допустим, нам надо будет что-то купить, мы все равно будем USDT брать или USDC или еще что-то. Да, чтобы добавить там какие-то деньги на крипторынок, также и остальные. Поэтому особо в безвыходное положение нас ставят. Понятно, что может кто-то будет выпускать там другие стейблкоины, которые будут там, не знаю, биткоином обеспечен, какой-то там корзиной. Да, они сейчас есть. Но массового применения они не найдут. То есть никто туда не побежит какие-то вкладывать миллиарды, там брать там DAI. Или еще там какой-то стейбл. Ну, не будет этого. Если как бы США признают там Tether и Circle как бы нормальные компании, ну, они сейчас как бы нормальные, но закон введут, и они будут соответствовать этим законам, то все будут бежать только туда, особенно как бы крупный капитал. Никто не будет там брать другие там стейблы, непонятно чем обеспеченные и так далее. Схема выглядит так. И отсюда любовь Трампа к крипте. Он как бы решает все задачи. А CBDC почему они не приняли? А зачем им CBDC? Если те же стейблы как бы решают все те же задачи. Заблокировать как бы, пожалуйста. Там, санкции наложить, пожалуйста. Сжечь как бы объем, пожалуйста. Обеспечение, но обеспечение там пропишут им законодательно, в чем они должны будут обеспечены быть. Как бы CBDC просто не нужен. Просто CBDC будет связан как бы сразу с правительством США, а здесь как бы они, ну, связаны опосредственно. Да, никто уже не связывает напрямую, что вот Тезер этот как бы выпускает доллар. Ну, не доллар он выпускает. Да, и поэтому как бы косвенно они связаны, конечно. Но вот этой прямой связи ее по сути нет. Да, и в этом как бы плюс большой. Потому что CBDC все равно как бы связывали бы с правительством США. А здесь кто там сильно не вдается в подробности, как бы никто ничего и не узнает. Поэтому от CBDC и отказались, потому что он просто не нужен. Он дублирует там те же самые функции, которые можно делать и сейчас там, через USDT. А USDT, да, будет ну, практически полностью подконтрольно США. Ну и другие стейблкоины, которые как бы будут соответствовать их закону, которые они сейчас будут принимать. Ладно. Вот такие дела. Так, ну и вот резервы я вам показал. Да, что здесь? Текущий баланс. Вот, кстати. Можете посмотреть по сетям. На эфире у нас сколько получается? Господи, я в этих 580, 75 миллиардов. Ну, что-то странно. Не сильно много. 64 на троне. 2 на Солане. Ну и здесь, в общем-то, можете, да, почитать. Это USDT, а вон они еще тут евро выпускают. Вот это вот я особо не видел на эфире. Сколько здесь? 50 миллионов. Ну, здесь копейки. Здесь как бы это все не сильно много то, что они там выпускают, кроме USDT. Ну, а так можете у них на сайте как бы посмотреть. Так, циркуляция. 150 ярдов. Мне кажется, больше они напечатали. Я не знаю, там обновляют они эту информацию. Нет. Мне кажется, не 150 миллиардов, больше там. Хотя последнее обновление он 24-го пишут. Может, мы там в ноликах ошиблись. Тысячи, миллионы. Да нет, вроде не ошиблись. Ну, все это будет расти. Причем расти будет очень быстро. Вопрос только когда и как нам до этого досидеть.
Так, кому интересно, можете здесь на сайте Тезерок почитать информацию, посмотреть. Ладно, все. Всем пока. До завтра.